Китай активно борется с пустынями на своей территории. Это фраза, которую многие уже наверняка слышали. По официальным данным, в период с 2016 по 2020 год КНР превратила в зеленые насаждения около 8,8 миллиона гектаров пустыненных земель. То есть каждый год страна в среднем преобразовывала около 1,76 миллиона гектар. На этом китайцы, конечно, не остановились. В 2022 году было посажено еще около 3,8 миллиона гектар леса. А в 2023 Китай превзошел и этот показатель. Уже более 4 миллионов гектар деградировавших земель обзавелись деревьями. Звучит невероятно, ведь каждый год китайцы высаживают огромное количество деревьев, ведется активная борьба с расширением пустынь, однако не все так просто. Многие эксперты говорят, что программа по озеленению в целом не отличается эффективностью, и если пустыни продолжат расширяться, то Китаю придется высаживать деревья еще 100 с лишним лет. Но Китай не был бы Китаем, если бы не нашел гениальное решение. А какое именно, мы сейчас выясним. Некоторые эксперты говорят, что со временем 85% из всех высаженных в неплодородную почву растений просто погибают. И это не просто какие-то эксперты, а ученые из Пекинского университета лесного хозяйства, поэтому верить информации можно. Деревья — это само по себе хорошо, но еще дело в том, что песок умеет двигаться. Все эти миллиарды тонн, раскиданных по пустыне, ничем толком не удерживаются. Для этого китайцы и высаживают огромное количество растений. За счет корней они блокируют передвижение песка, из-за чего пустыня все меньше и меньше расширяется. Однако множество растений просто не справляются с тем, чтобы развиваться в движущемся песке. Песчинки постоянно куда-то улетают, из-за чего оголяются корни, а после того, как самая требующая защиты часть растения оказывается полностью открытой, до гибели остается совсем немного времени. Теперь представьте, насколько сложная ситуация, например, на более-менее пригодных для посадки окраинах пустыни Такламакан. Процентов ее площади – это подвижные дюны, которые, по информации от ЮНЕСКО, перемещаются примерно на 20 метров в год. В таких условиях не выживет ни одно растение, корни будут оголяться, либо саженец в конечном итоге окажется под плотным слоем песка. Это также не сулит ничего хорошего для его дальнейшего роста. Плюс к этому в пустынях нет никакой защиты от ветра, из-за чего его скорость может достигать высоких показателей. Как раз по этой причине песок и движется. Однако кроме песка, ветер сам по себе является проблемой для растений. Сильные порывы могут повреждать их части, что тоже не очень хорошо для развития. Для роста многих растений, которые высаживаются где-то в песке, также необходимо хотя бы минимальное количество полезных элементов. Этим песочные дюны и засушливые равнины тоже зачастую не могут похвастаться, из-за чего высаженные кирпичики китайских зеленых стен просто умирают. Это высадка, которая происходит в Китае ежегодно 12 марта. Очень значимая для страны дата – день посадки деревьев, во время которой множество обычных жителей выходит куда-нибудь на засушливую территорию, чтобы высадить какое-нибудь растение. При этом каждый из вышедших в этот день людей знает о том, что если ему от 11 до 60 лет, то необходимо ежегодно высаживать от 3 до 5 деревьев или выполнять какой-нибудь эквивалентный объем работ, связанный с выращиванием. А еще представьте, высадка деревьев в Китае имеет настолько значимую роль, что многие пары вступают в брак за день до празднования праздника посадки,
чтобы отметить свое бракосочетание новым посаженным деревом. Да, все это просто замечательно. Население активно участвует в спасении страны от опустынивания. Настолько активно, что по разным оценкам за последние годы было высажено около 50 миллиардов деревьев. Такая практика отлично работает в более-менее пригодных для роста деревьев и кустарников местах. Но вот если дело касается песка, там требуются определенные знания, где, как и что высадить, чтобы это в итоге не погибло. Ну, а еще неплохо знать, чем можно помочь, чтобы повысить выживаемость растения. Как раз знающие люди Китая и занимаются использованием легального чита для посадки растений в пустынных условиях – соломы. Мысль просто гениальная, но что в данном случае подразумевается под соломой? Когда пшеница, овес, рис и некоторые другие подобные культуры созревают, у них появляются две части колосья – это то, что сверху, и все остальное, включая листья и стебли. Пришла пора собирать урожай, на поле заезжают комбайны. Они отделяют колосья от остального. Первые вместе уходят на производство всем известных продуктов, вроде хлеба, если мы говорим про пшеницу. Второе, то есть все остальное, чаще всего остается на поле и сохнет. Так появляется солома, которая затем направляется, к примеру, на корм животным. Короче говоря, это погибшие высушенные растения. Такой соломы у китайцев очень много. Все же знают, что Китай – это рисовая страна. Так вот, в стране по состоянию на 2024 год было более 30 миллионов гектаров соответствующих посевов, с которых получили более 207 миллион тонн риса. Конкретных данных по тому, сколько соломы Китай собрал в том же году, нет. Однако, согласно данным Международного института исследования риса, соотношение примерно 1:1, поэтому можно говорить о том, что страна в 2024 году получила более 200 миллионов тонн соломы только от риса. Если же говорить об общем количестве соломы, не акцентируя внимание только на главной культуре страны, то Китай ежегодно собирает около 1 миллиарда тонн этого ресурса. Как вы уже поняли, остатки производства не выкидывают. Все, что не использовалось для кормления животных и других целей, вполне можно приспособить куда-то еще, например, для борьбы с пустынями. В этом случае солома располагается на песчаных дюнах, просто на песке или других засушливых площадях вот такими клетками. В больших масштабах получается своего рода огромная шахматная доска, состоящая из сотен или тысяч ячеек. Разместить всю эту систему задача, конечно, не из легких, да и вовсе не из дешевых, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, нужно всю эту массу привести на пустынную территорию. Это затраты. Плюс иногда проехать куда-то, где песок, может быть довольно проблематично. Во-вторых, подобную систему нужно правильным образом создать. Сначала вырыть траншеи, затем разместить в них солому. Может показаться, что это не так сложно, однако напоминаем в очередной раз, что дело очень часто происходит в пустыне, где нет осадков для освежения, температуры огромные, а найти тень для отдыха – задача со звездочкой. Но тем не менее, есть огромное количество китайцев, которые занимаются укладыванием соломы, потому что минусы установки такой системы меркнут перед тем, что в итоге получается. Так, например, такие соломенные ячейки – это отличный способ получения питательных веществ для растений. Сначала на дюнах и другой засушливой территории выкладываются соломенные шахматные доски.
Затем внутри каждой ячейки помещаются семена устойчивых к местным условиям растений, вроде какого-нибудь кустарника либо подходящего дерева. Эти семена поднимаются ветром и распространяются к внутренним границам соломенных барьеров, разлагающаяся солома которых становится своего рода естественным удобрением. Каждая соломенная ячейка будет разлагаться в течение 3 лет, после чего на их месте появятся живые травяные шахматные заграждения, которые сделают дюны зелеными. Даже небольшая плодородность для растений в суровых пустынных условиях звучит уже хорошо, но ученые, занимающиеся исследованием соломенных ячеек, обнаружили еще один полезный эффект. Каждая соломенная линия повышает способность дюн улавливать пыль, а это равно накоплению органического вещества почвы и питательных веществ на поверхности дюн. Ученые даже обозначили подтверждение: там, где были использованы соломенные ячейки, были обнаружены значительные различия в видовом богатстве растений, травяном покрове и физико-химических свойствах почвы. В общем, ячейки — это хоть и не магическое решение, превращающее песчаные дюны в идеальные зеленые луга, но они отлично справляются с тем, чтобы дать растениям больше шансов на выживание в сложнейших условиях. Кроме этого, есть еще один положительный эффект. Соломенные ячейки служат своего рода барьером. Он ограничивает передвижение песка, который постоянно так и норовит куда-то убежать, оголяя корни деревьев и кустарников или засыпая их. В окружении соломы саженцы находятся в безопасности, потому что песок, в котором они посажены, становится более устойчивым. Как удалось выяснить исследователям, благодаря соломенным шахматным доскам интенсивность потока песка снижается на 99,5%, то есть он становится практически полностью стоячим. А это, разумеется, серьезно повышает процент выживающих в суровых пустынных дюнах растений. Ну и еще соломенные ячейки — это просто дополнительная защита от ветра, который в условиях пустыни и других засушливых территорий абсолютно ничем не ограничен. Свободно дует с высочайшей скоростью и может с легкостью повредить молодые растения. В совокупности все положительные эффекты от соломенных ячеек позволяют серьезно повысить выживаемость растений. Осталось только понять, каким образом снизить количество работы, которое необходимо произвести для размещения большого количества этих систем. Ну и, конечно, китайцы придумали, что можно с этим сделать. В Китае подумали, зачем выкладывать кучки соломы, образуя шахматную доску, если можно изначально превратить их в длинные линии, которые укладываются сразу целиком. В итоге были сделаны соломенные канаты, предварительно созданные где-нибудь на заводе. Их просто необходимо привести в нужное место, а затем протянуть и уложить на нужной территории. Готово! Никаких дополнительных действий, все ключевые процессы механизированы и стали на 60% эффективнее, чем при традиционной ручной укладке. При этом у механически созданных соломенных линий срок службы составляет около 6 лет, что в 2 раза больше, чем в случае с традиционным аналогом. Ну и еще такую предварительно связанную линию можно с легкостью использовать повторно, забрать из песка ее так же легко, как и положить туда. Тянешь за одну часть. Кана двигается целиком. Идеально. Но для страны, которая постоянно борется с опустыниванием через озеленение, одного идеального решения было мало. Появился также транспорт, в котором можно разместить солому, а затем просто ездить по выбранной песчаной местности. Система автоматически формирует полосы и укладывает их на бесплодной земле,
И это не все, потому что решение также автоматически прокладывает траншею, в которую солома укладывается. Помните, что для контроля перемещения песчаных дюн необходимо засыпать соломенную линию песком. Так вот, с новым транспортным средством для этого не нужно делать никакой работы. Машина едет и делает все самостоятельно, разве что саженцы нужно будет помещать в песок вручную. Но это все равно не мешает такому способу быть в 4-6 раз эффективнее, чем ручные работы по укладке соломенных ячеек. Короче говоря, полезнейшее решение для страны, которая вовсю борется с пустынями. Есть у китайцев и нечто среднее между ручной укладкой и использованием специальной машины. Сначала с помощью вот такого инструмента вручную делаются траншеи. Не сказать, что это слишком легко, однако все же лучше, чем работать лопатой. Затем нужно вручную уложить солому в вырытую траншею. После этого по соломе проходит вот такая машина, которая одновременно вдавливает солому и закапывает ее песком. До машины, которая делает все сама, конечно, далеко. Однако порой на транспорте сложно добраться до того места, где нужно организовать соломенную защиту. На этом моменте можно задаться вопросом, а действительно ли эффективно справляются со своей задачей соломенные сетки? Конечно, и у китайцев есть отличный пример. Для этого нужно перенестись в 1959 год, когда открылась железная дорога Баотоу-Ланчжоу. Причина ее строительства проста. Нужно было соединить Баотоу в регионе Внутренняя Монголия и Ланчжоу в провинции Ганьсу, поэтому потребовалось проложить 990 километров железной дороги, 140 километров из которых проходили через пустыню Тенгер. Многие зарубежные эксперты на тот момент уверяли, строительство железной дороги через пустыню – это нереально. Как вы понимаете, дорогу построили, она стала первым китайским железным путем, проходящим через пустыню. Но проблем было очень много. Чтобы понять, что из себя представляет пустыня Тенгер, заглянем в город Джунвэй, который находится практически на границе с ней. Живущие там люди в определенные моменты страдали от песчаных бурь такой силой, что они иногда сносили людей, покрывали миски с рисом слоем песка, а многие люди возвращались домой полностью в песке. Короче говоря, Тенгер – генератор летающих по ветру песчинок, которые улетали на сотни километров от пустыни. В таких условиях железную дорогу было сложно проложить, а затем точно так же сложно эксплуатировать. За границей вовсе говорили о том, что через 30 лет дорога будет полностью занесена песком, поэтому строители активно пытались как-либо противостоять пустыне. Так, на ранних этапах были испробованы различные методы, включая разбрасывание гальки, асфальта или соломенных матов на песке. Все это было сведено на нет сильнейшими ветрами. Но в один момент работник, занимавшийся строительством, во время бури случайно вставил лопаты в песок связку соломы. Когда буря утихла, все травянистые растения были уничтожены песком. Однако связка соломы устояла. На этом моменте строители поняли, что нашли наиболее эффективный способ стабилизации песка. Да, можно сказать, что это был прототип ячейки из соломы. С тех пор их начали использовать для того, чтобы защитить проходящую по беспокойной пустыне железную дорогу Баотоу-Ланчжоу. И, как вы поняли, прогнозы о том, что через 30 лет дорога будет под песком, не сбылись. Сейчас она является полностью функционирующей, а рядом можно заметить те самые соломенные шахматные доски, которые начали выкладывать еще в середине прошлого века и о которых мы сегодня с вами уже говорили.
Стоит отметить, что на тот момент китайцы не остановились на том, что солома просто стабилизирует песок. Они посадили в ячейки различные устойчивые к пустынной погоде виды деревьев и кустарников. В итоге они не умирают из-за беспокойных песков в пустыне Тенгер, а успешно растут, озеленяя территорию около железной дороги. Эффективность решения признали во всей стране. В 1987 году система защиты от песка на пустынном участке ЖД-пути Баотоу-Ланчжоу была удостоена специальной премии за национальный научно-технический прогресс. В 1994 году местная лесная ферма по фиксации песка Джунвей была включена в список Global 500 и была названа чудом в истории борьбы человека с песком. Соломенные шахматные доски не только награждали, но и выражали им уважение через заимствование. Множество государств, страдающих от проблем с пустынями, начали делать на своей территории то же самое. Более того, солома в песке стала первым подобным китайским решением, эксплуатируемым по всему миру. Кстати, через эту же пустыню Тенгер идет не один путь. Да, Китай вообще не считает, что безжизненные песчаные территории нужно обходить стороной. Поэтому в 2022 году в Тенгер открыли первую в стране скоростную автомагистраль. На самом деле она не является отдельной дорогой, которую выстроили только на территории пустыни. Это часть большой автомагистрали, соединяющей Цинтунся и Джунвей. Но разве это умаляет героизм китайских строителей? Создать почти 123 километра дороги, которая проходит по жаркой пустыне с множеством песчаных бурь. Это непросто. Да и, понятное дело, это не просто дорога, а система, которая обладает многоуровневой защитой от поглощения пустыней. Так была создана защита, спасающая от размывания дороги ветром и песком. Она включает в себя гравийный пояс, нечто схожее с соломенными ячейками, но только попрочнее и внутри камень. Это не позволяет песку как-либо навредить автомагистрали. А еще здесь есть, как думаете, что? Да, снова соломенные ячейки. В 2020-х годах технология точно так же используется во время строительства в пустынной местности. Мы думаем, что это уж точно знак качества и показатель эффективности. Причем техника установки соломенных барьеров вообще не отличается от того, что делается в обычных условиях. Рабочие раскладывают солому, затем берут лопату и вгоняют ее в песок. Никаких машин, решение эффективно и так. Отмечается, что проект помог сэкономить около 4 миллионов кубометров строительных материалов, 600 тысяч кубометров воды, а еще он стал экологичным решением. Кроме того, китайцы позаботились и о туризме. Вдоль участка дороги, которая проходит через пустыню, были созданы 2 сервисные зоны, чтобы водители и их пассажиры могли наслаждаться видами. Главное, что дорога точно простоит долгое время из-за соломы. Она спасает от пустыни расположенную неподалеку железную дорогу уже более 50 лет. Значит, будет спасать и путь для машин. В этом нет никаких сомнений. Плюс солома спасает еще множество других дорог, которые проходят через пустыни Китая. Да, страна точно не боится безжизненных территорий, даже самых опасных. Например, есть шоссе через ту самую пустыню Такламакан, 80% которого проходит по местности, которую неспроста называют морем смерти. Общая длина шоссе 562 километра, и большую ее часть нужно всячески защищать от опасной пустыни. Это осуществляется, в частности, с помощью соломенных ячеек и высаженных внутри них растений.
На самом деле, конечно, дело не только в соломе, но и в том, насколько Китай в целом развился и приспособился к тому, чтобы справляться с теми территориями, которые лучше обходить стороной.